Ну что же, я предлагаю заняться бисквитом для нашего бисквитного торта. Это будет очень простой, на самом деле максимально простой бисквит, но есть свои нюансы в его приготовлении. Я вам сейчас все расскажу. Итак, первым делом мы должны поставить взбиваться белки. Только белки. Желтки мы пока никуда не взбиваем. Мы их должны поместить в отдельную емкость. Вот так вот. Вот, поэтому мы аккуратненько отделяем желтки от белков. Ни в коем случае нам нельзя, чтобы ни капельки желтка не попало бы в наш белок. Иначе мы ничего взбить не сможем. Сказал я и нашел желток. Так, белки есть. Сразу же к белкам отправляем весь сахар. И ставим взбиваться. Взбиваем всю эту историю в пышную пену. Максимально. Пока взбивается, мы можем забросить к муке сразу же разрыхлитель. А сливочное масло отправим в микроволновку растопиться. Масло мы растопили. Белки у нас взбиваются. Пускай взбиваются. Итак, белки наши взбились. Теперь мы сюда добавляем желтки. Вот видно, да, что хорошо взбиты. Все отличные белки. Включаем среднюю скорость. И добавляем сюда желточки по одному. Наша задача их просто перемешать. Все, перемешали. Венчик нам больше не понадобится. Теперь наша мука и наш разрыхлитель. Мы это все просеиваем. Просеяли. Следом туда отправляем сливочное масло. И начинаем замешивать. Аккуратненько, максимально сохраняя объем наших взбитых яиц. Очень важно не насыщать кислородом и вообще воздухом желтки, потому что в противном случае это даст хороший подъем, но будет очень сухой, крошащийся бисквит. Поэтому мы желтки добавляем просто уже во взбитый белок, для того, чтобы дать эти жиры, но не насыщенные воздухом, чтобы они не разрыхлялись. То есть это такой небольшой лайфхак вам, как можно из обычного бисквита, да, получить что-то удобоваримое вообще. Все, мы аккуратненько перемешали, все замечательно. У нас есть подготовленная форма. Подготовили мы ее очень просто, мы с ней не делали ничего. Мы сюда просто перекладываем наш бисквит. Кольцо мы используем 20 сантиметров. А для того, чтобы наш бисквит не пригорел к противню, я использую силикон. Силиконовые коврики. Это очень клевая вещь. Гораздо практичнее, как мне кажется, чем пергаментная бумага какая-нибудь. Но на самом деле все зависит от целей и потребностей. Вот. Все, разровняли бисквитик. Отправляем его в печку. Печь 180 градусов. Где-то порядка 25-30 минут он будет отпекаться.
когда бисквит будет готов, мы его убираем в морозилку. Наша задача его заморозить. Так с ним проще работать в дальнейшем. Нарезать его на коржи. А если он будет не замороженный, а как бы свеженький, он будет весь разваливаться, крошиться, тянуться за ножом. В общем, это не очень удобно и не очень комфортно. Поэтому я предпочитаю бисквиты отпечь, остыть, заморозить и уже замороженным начинать работать. Вот, ждем бисквит. Итак, вот наш бисквитик, он уже у нас остыл и подзаморозился. Теперь нам нужно его порезать. Резать мы его будем на 3 части, поэтому очень аккуратненько. У нас есть нож-пила. Существуют такие для любителей, струна такая, где можно настраивать высоту и резать бисквит. Если вам нравится такая штука, ради бога, используйте. Да? Я не против, ничего не имею. Но я, пожалуй, по старинке с помощью ножа. Показываю вам, как я это делаю. Все очень просто. Значит, мы первым делом мы намечаем себе наши слои. Дальше мы берем и понемножечку прорезая, углубляемся внутрь бисквита. Стараемся, да, чтобы вот эта вот толщина всегда была одинаковая. Пока не думаем про центр. Пока мы режем бисквит по краям. Как только края мы все прошли, мы начинаем врезаться в центр бисквита. Очень аккуратно, никуда не спешим. Оп. Та-дам. Отрезали один слой. Идем дальше. Снова повторяем все по той же самой схеме. Аккуратненько врезаемся в наш бисквитик, стараясь максимально равномерно это сделать. Вот у нас получился еще один корж и наше основание. Все отлично. Коржики готовы. Отряхиваем доску.